Дешевле, лучше, качественнее, привлекательнее. Все мы ожидаем, что каждый новый товар из рекламы будет таким, каким его нам пытаются представить. И Realme со своими наушниками не врет. Просто мы хотим видеть то, что хотим, а не то, что они представляют. А еще у них очень классный сенсор приближения. Хотели хейт? Его не будет. Уши норм. Tube 464, всем привет, вы на канале Польза.нет, и обзоры здесь только быстрые и по делу. Здесь нет рекламы, мата и кривляний, только факты, только хардкор. А еще 5 фитнес-браслетов Mi Band 4, которые я разыгрываю раз в месяц за лайк, подписку и коммент. Победители выбираются рандомно на стриме. Стримы сохраняю, и теперь тезисно о наушниках, которые смогли Realme AirBuds. Упаковка ушей понравилась, но ничего сверхъестественного в ней нет. Но упакованы они безопасно. Комплект, инструкция, кабель Type-C для зарядки, бокс для зарядки, сами наушники и все. Бокс легкий, крупный, глянцевый. Пластик пахнет. Даже через неделю легкий запах есть. И это подбешивает. При тряске бокс не открывается. Одной рукой, если долго тренироваться, наушники вынуть можно, но сложно. Царапается пластик моментально. По ощущениям, поверхность не такая убогая, как у подделок AirPods, но в то же время и не такая качественная, как у Apple. Бокс может стоять. Размеры внушительные. 45,3 мм на 50,3 мм на 25,3 мм. Вес бокса 32 грамма. В кармане носить можно, но в маленький кармашек ваших джинс бокс не поместится. Номинальная емкость при загрузке 400 мАч. Крышка не люфтит, но крепление у нее все равно довольно ширпотребное. На боксе есть функциональная кнопка для соединения и диод индикации заряда и подключения. Диод выглядит так, как будто под него забыли сделать отверстие в боксе, во всяком случае в белых наушниках. Гадостью бокс покрывается просто моментально. Будет весь у вас в пыли, ниточках и царапинах. Цветов на выбор 3: белые, желтые и черные. От бокса можно зарядить наушники полных 3 раза. Бокс также можно заряжать беспроводной зарядкой мощностью до 10 Вт. Сами наушники лично у меня собраны качественно, но продажи, которые 17 декабря начались в Индии и продолжились в Китае 7 января, принесли очень много разочарования пользователям, поэтому наушники стали продаваться на Али совсем недавно. Первую партию заменили полностью из-за проблем с боксом. У многих были проблемы с качеством сборки наушников. Некоторым не повезло с их автономностью. В общем, начали продавать сырой продукт, и хорошо, что сразу я их не купил. Мне они по сути пришли уже допиленными. В итоге наушники лично у меня собраны добротно. Никаких заусенцев нет. На самих ушах великолепно работающий датчик приближения. Притом со всеми телефонами на любой операционной системе. Вынули наушник из уха, воспроизведение остановилось. Ставили обратно, продолжилось. Сделали по 2 микрофона в каждом наушнике. Даже в шапке они должны отрабатывать грамотно. Кодеки на борту AAC и SBC, aptX, aptX HD, LDAC, ничего подобного здесь нет. Работать наушники могут по одному. Подключаются моментально. В паре всегда есть главный наушник. Внутри Bluetooth 5 версии при посещении мест с обилием Wi-Fi сетей у меня с телефоном OnePlus 7T Pro с наушниками проблем не было никаких. На Redmi Note 10 ушки ловили помехи. Через одну стену наушники ловят. Так что от вашего телефона прямо очень многое зависит. В играх видимой задержки нет, притом даже в коряво оптимизированном Warface, который лагал даже с игровыми ушами Razer. Заявленная задержка 120 миллисекунд. Это очень круто и абсолютно незаметно для человека. Размер самих наушников 40 мм на 16 мм на 4 мм у ножки. Вес наушника всего 3,9 грамма. При этом по чашке они сделаны слегка больше оригинальных AirPods. И если подсы вам немного были маленькие, тогда эти наушники для вас будут идеальны. Визуально от AirPods можно отличить по металлическому ободку, а в ушах выглядят они в принципе так же. Притом металлический ободок никакой функции здесь не выполняет. Это просто украшение. Автономность замеряю сам. Операторов у меня нет, технарей тоже. Сам тестирую то, о чем рассказываю. Итого, на максимальной громкости уши отработали у меня 2 часа 48 минут с телефоном OnePlus 7T Pro. На максималках, если вслушиваться, к сожалению, есть посторонние шумы. Да и орут они знатно. Если слушать, то на процентах 70 от максимальной громкости. Окружающий мир слышен, так как это вкладыши. И как в любых вкладышах, окружающие будут слышать то, что слушаете вы. Белый шум редко бывает, и не все слышат. С OnePlus 7T Pro у меня его не было. С Xiaomi был. Управление сенсорное, касаниями, функции play-пауза, вызов голосового ассистента, переключение треков только вперед и активация режима низкой задержки. По мне, в этом режиме уши работают так же долго, как и без него, поэтому смысла отключать его я не вижу.
вижу. Микрофоны печальные, хотя шумодав CVC в наличии. Не отвратны, но решать, насколько они хороши, только вам. Вот пример записи звука. Пример работы микрофонов Realme Airbuds в помещении. В помещении работают, по моему мнению, хорошо. Во всяком случае, разговаривать по ним комфортно. Собеседник не думает, что вы говорите по гарнитуре, а думает, что вы разговариваете по телефону. Как на улице, сейчас услышите. Пример работы микрофонов Realme Airbuds на улице. Довольно приличный ветер. Рядом с дорогой, расстояние где-то 1,5 метра, проезжают машины. В принципе, работают микрофоны, учитывая условия, в которых они сейчас работают, более чем неплохо. Хотя все относительно, и, конечно же, есть наушники с лучшими микрофонами, чем эти, но стоят они как минимум в 2 раза дороже. Звук. Драйвер всего на 12 мм, а мы с вами уже привыкли как минимум к 14. Звучание. Ничего фееричного. Басов, как и в любых вкладышах, здесь нет. Но на свою цену они играют. И да, звук хуже, чем у Vivo, AirPods или FreeBuds, но не критично. Мне качество звука с головой. Для просмотра YouTube, прослушивания музыки, если вы просто меломан, и игры, звучания вам будет предостаточно. Опять же, если вы понимаете, что такое вкладыши, потому что это не затычки, раскатистых басов здесь нет. Цена 399 юаней или $57, но это в Китае. По ссылке в описании к видео $66 с бесплатной доставкой в любую точку мира. И это без всяких скидочных купонов и кэшбэков. В рублях это около 4500 рублей. Но как всегда, все зависит от курса. Резюмирую, советую. Эти ушки совсем не идеальны, притом во всем. Но меня удивило и подкупило отсутствие ложных нажатий, отсутствие задержки даже в игре. Да, для этого не обязательно покупать Razer'ы за 8000. Молниеносное подключение за счет используемой технологии Google Fast Pair и размер. Если AirPods вам слегка маловаты, эти уши будут идеальны. И хотя два микрофона не вывозят идеальный звук, легкие хрипы при громкости 80%, если у вас хороший слух, слегка подбешивают, автономность всего 3 часа, не топовый внешний вид и странный запах бокса, вообще это BBK. И как с Vivo TVS они просто сделали хороший продукт за деньги, которые они за него просят. Особенно для своих телефонов. Там даже анимация у этих наушников будет. И, конечно, напоминаю, звучание будет лучше почти у любых затычек. Низких частот в этих ушах практически нет. Ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить, девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.